Генуя. Этот город-порт расположен на Лигурийском море, и вся его история связана с мореплаванием и торговлей. Местная гавань по-прежнему является одной из наиболее важных в Италии, а также одной из крупнейших в Европе. Одной из главных достопримечательностей города является Старый порт или Порто Антико. Данный внешний вид он приобрел только в 1992 году на 500-летие открытия Колумбом Америки. Порт построен в стиле хай-тек по проекту известного архитектора Ренцо Пьяно, который позволил Порто-Антико стать главным развлекательным центром Генуи. Прибыв в порт, вы вряд ли пройдете мимо корабля «Нептун». Построен он был в 1985 году для съемок фильма Романа Поланского «Пираты». По сюжету фильма корабль заходил из моря в порт. Корабль абсолютно настоящий и имеет двигатель на 400 лошадиных сил. Корпус же у него сделан из дерева, а вот ниже у него стальной корпус. Однажды властями города было разрешено провести дискотеку на корабле, но во время гуляния «Нептун» чуть было не сожгли, больше дискотек на нем не устраивали. В настоящее же время корабль используется как туристическая достопримечательность. Можно подняться на борт и осмотреть интерьеры. Галата. Музей, посвященный истории мореплавания. Крупнейший музей подобного рода во всем Средиземноморье, площадью 10 тысяч квадратных метров. Огромная часть экспозиции посвящена знаменитому генуэзцу Кристофору Колумбу. Последний этаж посвящен миграции в Америку. Там вам выдадут миграционную карту, и вы пройдете весь путь из Италии в Америку. В 2009 году к причалу рядом с морским музеем была пришвартована подводная лодка Назарио Саура итальянских ВМС. Она была переоборудована для музея и сейчас представляет самый грандиозный его экспонат. Аквариум Генуи – это крупнейший аквариум Италии и второй по величине в Европе. Спроектировал его архитектор Ренцо Пьяно, и некоторые говорят, что здание похоже на корабль, готовый выйти в море. Сегодня аквариум состоит из 70 резервуаров общим объемом 6 миллионов литров, в которых обитает невероятное разнообразие рыб, рептилий и беспозвоночных. А это биосфера. Здесь созданы специальные условия, благодаря которым в биосфере могут жить фламинго, бабочки, птицы, черепахи, папоротники и другие виды тропических растений. Этот куполообразный парник на берегу моря является домом для экосистемы в миниатюре. Из современных построек порта особо сильное впечатление составляет конструкция Il Bigo. Это футуристическое творение итальянского архитектора Ренцо Пьяно. Однако Il Bigo имеет не только художественную ценность. Строение также служит в качестве смотровой площадки. На эту площадку можно подняться с помощью лифта и насладиться видами на порт и Геную. Ну и, конечно же, в порту вы просто можете полюбоваться местными яхтами. Выходя из порта, вы попадаете на улицу Сан-Лоренцо. Улица названа в честь кафедрального собора, стоящей на этой улице. Начало строительства храма относится к XI веку, и строился храм на протяжении 3 веков. Во время Второй мировой войны 9 февраля 1941 года на храм упала бомба, но чудом не взорвалась. Теперь же бомба, как экспонат, стоит внутри храма. Из реликвий в храме хранятся мощи Иоанна Крестителя, а также чаша, из которой, как считается, Христос пил во время Тайной вечери. Дальше по улице можно выйти на Порто-Сопрано, или Высокая дверь. Названа она так как было самым высоким въездом в старую часть города. А это дом Колумбо. Жил он тут до 17 лет и только после этого уехал в Испанию, а оттуда уже открывать Америку. На 1 этаже была мастерская его отца, а на 2 же спальные комнаты. Через улицу 20 сентября и Пьяцца Виттория мы постепенно спустились на набережную Корсо Италия. Набережная Корсо Италия протяженностью 3 километров, и над строительством этого проспекта пришлось немало потрудиться. Необходимо было преобразовать скалистые ландшафты и рифы, убрать несколько домов и церквей. А это крепость Сан-Джулиано. Во время Второй мировой войны форт был использован в качестве тюрьмы для антифашистов. Сейчас же служит местным отделением милиции. За крепостью можно увидеть одну из последних работ Джино Копеде – это вилла Газлини.
Вилла одно время принадлежала японскому консульству, но после Второй мировой войны была выкуплена Джероламо Газлини, известным педиатром и основателем Института педиатрии в Генуе. Одно из самых восхитительных мест нашего города – это Бакадассе. Это небольшой район Генуи, расположенный на мысе Бока-де-Ассе, что с местного диалекта переводится как «ослиная пасть». Туристов же сюда привлекают узкие пляжи и великолепный мыс Санта-Кьяра, на вершине которого красуется замок уже известного нам архитектора Джино Капеде – замок Тюрке. На Корсо Италии есть все – беговые дорожки, дискотеки, рестораны, пляжи и даже специальный пляж для собак. А на этом наше путешествие с вами заканчивается. И если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк и скоро увидимся!